Всем привет, дорогие друзья! Начинаю свой четвертый влог из последней поездки во Львов. Вот хочу вам показать такие два объекта. Кто знает, напишите в комментариях. Я хотела вам показать, потому что не знаю, все ли знают, что это такое. Это бывшие старые городские туалеты, мужской и женский. И по вот этим бордюрчикам, которые вы видите, мне кажется, что это еще постройки с польских времен. Но если есть коренные львяне, которые в курсе, когда их построили, обязательно напишите в комментариях, советского типа это постройки или же это еще осталось со времен Польши. А свой четвертый ролик я продолжаю, вернее, прогулку по улице Ивана Франко, где я вас оставила в третьем ролике. Обязательно зайдите и посмотрите, кто еще не смотрел мои предыдущие ролики из последней поездки, которые я соединяю под единым названием «Львов во время войны». Наверное, людям будет интересно посмотреть, как же живет Львов в это непростое время. И я уже знаю, что некоторые мои подписчики писали мне, что очень удивлены тем, что я показываю. Итак, перед вами новое здание отеля «Ибис». Его здесь не воздвигали с нуля. Здесь было раньше советское здание. Его построили еще когда-то как парикмахерскую под названием «Чародейка». Потом был переходный период, когда чего только тут не было. Сейчас этот дом перестроили. Посмотрите, в отличие от Ибиса, как выглядят коренные, старые львовские каменицы сейчас. Я просто в шоке. Такого я еще во Львове не припомню, чтобы дома просто вот так вот разваливались. И что же на тему Ибиса? Просто его, сделали, наверное, внутри все перестроили и также фасад изменили. Но, конечно же, лучше, чем была развалюха, которая была раньше. И мы продолжаем с вами идти по улице Ивана Франко. Здесь у нас начинается улица Зеленая. Здесь перекресток с улицей Зеленой, а улица Франка идет дальше. А вот это Зеленая. Она тоже очень длинная, и мы когда-то по ней тоже с вами гуляли. Отелей сейчас, конечно же, во Львове, как грибов после дождя. Одни очень удачные, стильные, красивые, а другие не очень вписываются в атмосферу города. Вот перед вами старый фотосалон Баранских. Он здесь незапамятных времен и также не меняет свою, визитную карточку. Показываю вам, как выглядят сейчас балконы. Но это уже не только сейчас, это уже очень давно. Вместо того, чтобы ремонтировать балконы, надевают такие какие-то сетки или какие-то чехлы, чтобы камни людям не падали, штукатурка, цемент на голову. Конечно же, это очень и очень опасно, поэтому ходить сейчас нужно и смотреть, куда что, чтобы не получить по голове, потому что таких балконов очень и очень большое количество, к сожалению. Кто-то меня спрашивал, почему я не приехала во Львов на машине. Посмотрите, сейчас улочки какие узенькие, есть еще трамвай в две стороны, огромные пробки. Здесь, чтобы ездить, нужно иметь стальные нервы, которых у меня на это, к сожалению, нету. И поэтому я выбрала для себя самый простой и самый безобидный маршрут, когда я не стрессую, я еду и наслаждаюсь. Зашла в один из супермаркетов, и хочу вам показать, как выглядят продуктовые магазины сейчас во Львове. Это магазин Близенько, их во Львове на каждом шагу пруд-пруди. Здесь можно купить по большому счету и хлеб, и продукты, то, что нужно покушать, и в воскресенье они открыты. Но цены не везде одинаковые, это надо следить. Но это очень удобно, когда они на каждом шагу, и выбор довольно-таки большой. Идем дальше, посмотрите,
та же улица Ивана Франко дальше. Дома, конечно же, очень и очень красивые, но продолжаю вам показывать вот некоторые отреставрированные. Посмотрите, как они прекрасно выглядят, просто лялечки какие. А те, что рядом, могут выглядеть намного хуже. Но если все подчистить и сделать, Львов — это сказка, конфетка, это феерия. Вот посмотрите, как должны выглядеть эти дома. Я просто не могу оторвать глаз от уже таких отремонтированных. А рядом, конечно же, просто сердце кровью обливается. Вот дальше это уже современное здание, как современное, ну, советское. Вписали как могли, конечно же, не очень-то оно и респектабельное, такое красивое, но уже потрепанное с годами. Я не знаю, сколько ему может быть лет, наверное, лет 40 этому дому, не меньше. Здесь у нас греко-католическая церковь редемптористов. Вы, наверное, не поверите, что здесь было в советское время. В этом помещении было кафе «Турист» и какая-то, наверное, туристическая база. Вот. Но потом отдали это помещение греко-католической церкви, и мне кажется, что здесь до войны был какой-то костел. Надо бы посмотреть, вот точно, как он назывался. Сейчас здесь греко-католическая церковь. Идем дальше. Вот посмотрите, что творится с городом. Заслонили дом, чтобы его не ремонтировать. И вот здесь все описано просто. Извините меня, пожалуйста, за выражение обосрано, потому что иначе назвать этот ужас нельзя. Смотрим дальше. Видите, вот дом еще старинный, красивый, но балконы тоже э, окутаны сеткой, чтобы штукатурка не упала людям на голову. И такое, как я уже вам говорила, на каждом шагу. Как жаль, посмотрите, какой красивый дом. Еще чуть-чуть, и уже не знаю, что от него останется. Мы идем дальше, и посмотрите, вот эта штука меня очень радует. Вот здесь вот эти вот бордюры, видите, здесь сделали такое обнижение для того, чтобы можно было, наверное, с колясками здесь спокойно зайти. Может, для велосипедистов, не знаю, но с колясками это точно. Захожу на остановку, на трамвайную остановку, и смотрите, вот такой во Львове автомат для продажи билетов. Это очень классная штука, потому что не нужно никуда бежать, не спрашивать, где можно купить билет, подходишь и покупаешь. Ну, не знаю, как он действует, потому что я не пробовала, но штука классная. На этом, друзья мои, я сегодня буду заканчивать свой влог. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, заходите. Я еще сниму для вас несколько роликов со Львова и буду показывать, как же этот город выглядит и живет во время войны.